Когда вы в последний раз чистили свой оверлок? Это обязательно делать регулярно, потому что внутри со временем скапливается столько ворса, что это может влиять на работу механизма. Сегодня я покажу универсальный алгоритм чистки и смазки, который подойдет для оверлока любой модели. Для обслуживания нам понадобятся самые простые инструменты. Пинцет из набора к оверлоку, кисточка из набора к оверлоку или удобная вам кисточка на длинной ручке, отвертка, мягкая бумажная или тканевая салфетка и масло. Хочу обратить внимание, не используйте никакое другое масло, только специальное масло высокой очистки для швейных машин. И первое, что нужно сделать, отключаем оверлок от сети. Далее открываем все доступные крышки. Все, что предусмотрено конструкцией вашей модели к открытию, открываем. Снимаем игольную пластину. Нам нужен доступ ко всем местам, где скапливается ворс. Больше всего ворса обычно скапливается возле петлителей, транспортера ткани и под игольной пластиной. Именно эти зоны нужно проверять в первую очередь. Нитки можно не убирать, это не обязательно, если вам потом не хочется перезаправлять оверлок. Я убираю, чтобы они не мешали съемке. Далее приступаем к чистке. Сначала пинцетом удаляем крупные комочки ворса, если они есть. Затем тщательно выметаем остатки ворса и пыли кисточкой. Наша задача убрать весь мусор из всех доступных мест. При необходимости вы можете использовать обычный бытовой пылесос, чтобы помочь себе в уборке. Когда весь мусор вымели, удаляем остатки прошлой смазки салфеткой. Также сразу можно протереть корпус оверлока чистой салфеткой. Для трудно оттираемых пятен можно использовать влажную салфетку или хорошо выжатую тряпочку, но только для корпуса, для внешней его части. Теперь переходим к смазке. Принцип простой. Смазываем точки основных соединений, то есть где металлические детали трутся друг от друга. На разных моделях они расположены по-разному, поэтому обязательно сверяйтесь с инструкцией именно к вашему оверлоку. Чтобы правильно идентифицировать эти точки, можно прокрутить маховое колесо. Вы сразу увидите места взаимодействий осей, втулок и приводов. Основные узлы, которые надо смазать, это игловодитель, верхний и нижний петлители и механизм верхнего ножа. Чтобы смазать игловодитель, опускаем его в крайнее нижнее положение и наносим каплю масла на верх его оси. И поднимаем, заводим масло внутрь. Несколько раз прокручиваем маховое колесо. Теперь добавим капельку масла на ось верхнего петлителя, там, где она входит вот в эту втулку. Опускаемся ниже и добавляем по капельке масла на соединение с приводом осей верхнего и нижнего петлителей. Прокручиваем маховое колесо, чтобы масло распределилось. Еще капельку масла надо капнуть на механизм прижатия верхнего ножа. Для этого нажимаем на пружину и на ось наносим капельку масла. Немного подвигаем нож, чтобы масло распределилось. Это основные стандартные для всех моделей оверлоков места для смазки. Далее вы можете просто, вращая маховое колесо, просмотреть, где еще вы видите какое-то взаимодействие деталей. У меня это, например, вот здесь. Смазываем. И еще одна точка, которая требует смазки, находится чуть глубже по этой же оси. Продолжая вращать маховое колесо, я вижу движение и взаимодействие вот в этих двух точках. Добавляем сюда по капельке масла. Итак, я думаю, принцип понятен.
Смазать нужно все соединения, которые находятся во взаимодействии при вращении махового колеса и которые доступны глазу. Глубоко внутрь оверлока залазить не нужно, там находится другая густая смазка. И в частой профилактике эти узлы не нуждаются. Такую смазку можно производить раз примерно в 5 лет при постоянном использовании оверлока. После того, как мы смазали все узлы, нужно удалить лишнее масло, промокнув его салфеткой. И при смазке важно не переливать масло, достаточно буквально одной маленькой капли на каждую точку смазки. Теперь собираем оверлок обратно. Не забываем присоединить лапку. И обязательно делаем пробную строчку на ненужном лоскуте ткани, чтобы собрать на него возможное лишнее количество масла. Я прошиваю прямо без ниток, так как моя задача не сделать шов, а собрать лишнее масло. Такое обслуживание занимает всего несколько минут, но помогает оверлоку работать дольше и стабильнее. Производить такую чистку и смазку нужно по мере необходимости. Когда вы видите, что оверлок уже этого требует, то есть вы просто видите скопление ворса и тканевой пыли, либо после его долгого простоя перед использованием. И также, если вы знаете, что оверлок долго не будет использоваться, перед уборкой его на хранение. Я надеюсь, что видео было максимально кратким и полезным. Я постаралась дать основной принцип смазки, чтобы вы могли им руководствоваться при уходе за оверлоком любой модели. Если видео вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы в комментариях. А на сегодня все. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока!